Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете ли вы, что белокочанная капуста – это кладезь витаминов и минералов? В этом видео мы раскроем все секреты этой удивительной овощной культуры, от ее полезных свойств до истории происхождения. Присоединяйтесь, будет интересно и полезно. Немного из истории продукта. Культивация капусты началась более 4000 лет назад в Средиземноморье. Предком капусты стала дикая горчица, произраставшая в большом количестве в прибрежных зонах. В Древней Греции и Риме это многолистное растение также называли морской и дикой капустой. Когда древние селекционеры наконец получили капусту, какой знаем ее мы, вкусовые качества овоща сразу же оценило подавляющее большинство населения. Например, известный древнеримский политик и гастроном Катон-старший говорил, что капуста превосходит все другие овощи. Поскольку капуста хорошо растет в прохладном климате и может храниться всю зиму, она быстро нашла популярность в остальной Европе и Азии. Селекционеры получили и листовую белокочанную капусту. Переходные формы имели рыхлый кочан, листья могли быть как гладкими, так и кудрявыми. Южные славяне познакомились с капустой в VI-VII веках, в период расселения на территории между Средиземным, Адриатическим и Черным морями. С этого времени капуста стремительно распространялась в регионе. К нам капуста попала из Византии и греческих колоний Причерноморья. Очевидно, сначала это была листовая капуста, которую постепенно вытесняли кочанные виды. Один из первых письменных источников, где упоминается капуста, и сборник Святослава 1076 года. Он содержал раздел с указаниями по применению и хранению этого овоща. В более поздней летописи 1150 года, уставной грамоте смоленского князя Ростислава Мстиславича, говорится о княжеском подарке, огороде с капустником. На Руси капуста была чрезвычайно распространенным огородным растением, что отмечали даже иностранные гости. Этот важнейший для крестьян овощ сажали, выращивали и собирали в соответствии со строгим сельскохозяйственным календарем, а заготавливали на зиму сообща. Для обработки собранной капусты приглашали в дом парней и девушек. На таких капустниках или капустницах не только трудились, но и праздновали, веселились, а заодно присматривали себе пару. Самым распространенным способом сохранить капусту у нас всегда было квашение. Заготавливали в бочках белую и серую квашеную капусту. Для серой брали внешние зеленые, более грубые листья. Поскольку до XVI века соль была весьма дорогой, ее клали совсем немного, для вкуса. И добавляли ржаную муку, ей пересыпали слои капусты. Мука запускала процесс брожения. Серая квашеная капуста обычно шла на щи, белая – на закуску и для других блюд. Сегодня первое место по выращиванию капусты в мире занимает Китай. За ним следуют Индия и Россия. Польза белокочанной капусты. Капуста содержит много клетчатки, которую любит полезная микрофлора организма. Многообразие здоровых бактерий положительно влияет на работу ЖКТ, иммунитет, вес и настроение. Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в капусте, помогают нормализовать обменные процессы. Белокочанная капуста – чемпион среди овощей по содержанию витамина С, и его количество становится еще больше, если капусту заквасить. Витамин С вместе с витамином П и клетчаткой помогает выводить лишний холестерин и укрепляет стенки сосудов. Также белокочанная капуста – рекордсмен по содержанию витамина У метилметионинсульфоний, который не синтезируется в организме. Этот витамин помогает восстанавливать слизистую ЖКТ после повреждений от язвенной болезни. При воздействии высокой температуры этот витамин разрушается. Поэтому капусту употребляют в виде свежевыжатого сока при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока и колитах. Сначала, разумеется, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. В чем еще польза капусты? Листья белокочанной капусты до сих пор часто используются в народной медицине, их прикладывают к ушибам и синякам, растяжениям, а также к груди при отеках и боли во время грудного вскармливания.
Разумеется, такие действия могут дополнять меры, назначенные врачом, а не заменять их. Мнение экспертов. В белокочанной капусте есть витамины С и К, фолиевая кислота, калий и кальций. Эти элементы способствуют укреплению иммунитета, поддержанию здоровья костей и нормализации работы сердечно-сосудистой системы. К тому же капуста является отличным антиоксидантом и источником пищевых волокон, что благоприятно влияет на пищеварение и может быть полезным для профилактики ряда заболеваний. Самыми полезными считаются сырая и квашеная капуста, поскольку они сохраняют большинство полезных свойств. Всем спасибо за просмотр, если информация была полезна для вас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать ваши комментарии, буду всем очень рад. Всем удачи и до новых встреч!